Мэй, Мэю рознь, как гениальный. Имеющий всемирную славу муж остался в безвестности, а его жена София издала в Российской империи самый популярный журнал мод. Еще одна потрясающая история от Алексея Зиннатуллина. Итак, смотрим, комментируем. Алексей Зиннатуллин, часть 4. Мы начали нашу беседу с разговора об Островском. Формат книги необычный, но оказался воспринят, оказался востребован, потому что в современных условиях, в современных рамках вот какое-то попадание практически в десятку. А есть ли намеки, надежда на продолжение? Или, может быть, вас уже увлек какой-то новый персонаж? Нет, вот погружение в эту эпоху, потому что в этой книжке героев ее много. Не только это главный герой Александр Николаевич Островский. Такая эпоха, когда вместе с крепостными крестьянами освобождали и женщину. Именно в середине XIX века вот женщины выходят на свет. Они получают экономическую независимость, могут создать свое дело, вообще становятся яркими фигурами общественной жизни и культурной жизни. И вот так, следующий мой герой, точнее героиня, муза товарища Александра Николаевича Островского, поэта Льва Мэя, Софья Мэй, издательница первого модного русского журнала «Модный магазин». Вот удивительная женщина, загадочная. О ней очень мало информации, поэтому много пришлось усилий предпринять, чтобы вот разыскать буквально тоже по крупицам, собрать вот портрет, как я его тоже называю, воображаемый портрет Софии Мэй, вот посвященный изданию этого модного журнала. Это был первый модный журнал у нас в стране или вообще в мире? Это был первый модный журнал, как мы его понимаем. Глянцевого журнала, да. Потому что модные картинки в пушкинскую эпоху выходили. Но это просто были вот иллюстрации платьев и костюмов, и мод. А что здесь? А здесь литературный отдел, светская хроника. Не просто картинки, а еще модная аналитика, которую она писала. То есть это сейчас вот некая смесь Vogue с бурдомодом. Да, совершенно не случайно бурдомодом вспомнил, потому что туда еще и выкройки были вложены в каждый выпуск этого журнала. Ну и титанический труд. На протяжении 20 лет Софья Мэй была и издательницей, и автором, и бизнесвумен. 2 раза в месяц выходил этот журнал. И какая же у нее редакция была? А редакция вот была, по сути, она одна занималась. И бизнес-вопросами, потому что журнал мог существовать только за счет подписчиков. И вот она удивительно уловила потребности русских женщин в середине XIX века. Попала в самое сердце, как сейчас говорят, целевой аудитории. То есть предложила то, что было востребовано. Ее журнал читала вся империя. Каков объем журнала был? Ну вот такой, знаете, читательский опыт был у меня очень необычный, нестандартный и странный, я вам скажу. Вот годовая подписка – это более 800 страниц такого большого формата А3. Все журналы, то есть вот получается 24 журнала. Вот порядка 800 страниц в том такой годовой подписке. И вот 20 таких томов. Ну, не могу сказать, что прямо от строчки до строчки я прочитал, но вот пролистал, что-то зацепляешься, да, за какой-то, рассматриваешь картинки или за какой-то сюжет. И вот так погрузился полностью в мир женщины середины 19-го, то есть 62 по 82 год. Чем она жила? Ну, вот это было очень такое необычное чтение. Поэтому вот таких вот 20 вот таких этих папок по 800 страниц. Современные издатели, современные редакции, наверное, сильно удивились бы, что человек может практически в одно лицо с такой периодичностью делать такой журнал. Это же невероятный труд. Да, невероятный труд. И какую-то, наверное, ощущала миссию свою. Что-то вело ее. Поэтому вот моя книга – попытка ответить на этот вопрос. И форма, которую сейчас вот работаю над ней, если здесь вот через экскурсии, через выставки, тоже через такие творческие проекты. А я сейчас встречаюсь с современными женщинами. Вот что их заинтересует, волнует. И это фигуры, где и отношения мужчины и женщины, любви и брака, моды, благотворительности, красоты.
литературы, бизнеса. Поэтому вот, встречаясь на лекциях, так и называются у меня лекции пасьянса, тоже вот из разных фрагментов мы складываем вместе с моими зрительницами и зрителями, тоже мужчинами. Вот мы пытаемся разгадать загадку этой женщины. И вот по итогам этих встреч я хочу вот это уже все обобщить. Такой вот но Софья, она же художественный роман. Она же ведь не только редактор-издатель, она же ведь еще и жена, и муж у нее, насколько я понимаю, достаточно известный литератор. Да, Лев Мэй, это из московской редакции «Москвитянина», молодого москвитянина, вместе как раз вот с Островским. Они были товарищи. И вот Островский после путешествия на Волгу обращается к жанру исторической хроники в стихах. И у Льва Мэя есть вот такие исторические поэмы и драмы театральные. Они известны, такой парадокс его, неизвестный поэт и обретший мировую славу. Благодаря римскому Корсакову, потому что либретто всех его опер, это и «Царская невеста», и «Сервилия», и «Псковитянка», они на основе вот этих исторических хроник Льва Мэя в стихах сделаны. А это ставится на всех оперных сценах мира. Поэтому вот этот поэт имеет мировую славу, но никому не известен. Вот он очень интересный. И удивительный стихотворец, потому что ему интересна была музыка стиха. Вот сколько размеров и форм поэтических придумал Лев Мэй, ни один поэт в русской литературе это не сделал. И тем не менее он остался практически неизвестным. Он остался, ну вот как герой своего времени, пришедшийся не ко двору, потому что это время, знаете, общественных вопросов, политической жизни, а ему хотелось заниматься вот красотой, музыкой, чистым искусством. А тогда это не было востребовано. Поэтому вот он немножечко так остался в тени в своем времени. Я так понимаю, что благодаря своей предприимчивой супруге и складывался семейный бюджет. Она выпускает первый выпуск. Они, причем, параллельно стали заниматься такой журналистикой, да, и выпуском журналов. Он нашел деньги для своего общественно-политической такой вот газеты, но провалился. А она сделала ставку вот на такой новый тип модного журнала. Но, видимо, общественно-политических изданий было достаточно. Может быть, да. А она нашла какую-то... Да, вот она сразу... Да. И в январе мгновенно раскуплен был ее тираж. Она сама этого не ожидала, что это приобретет такой успех. И нужно будет допечатывать это. Слушайте, но империя же она огромная. Или ее покупал только Петербург, Москва? Нет, это покупали во всех городах. В первых выпусках был такой раздел «Ответы редакции». И по вот этому разделу, то есть письма прилетают, она отвечает на них. Вот, кстати, борьба с хейтерами. Ну, потому что обычно это жалобы были. И как изящно, аристократически она отвечала на все эти замечания и колки-шпильки. И по нему мне удалось проследить подписчиков. Это была вся империя. Это были курортные города, то есть когда перемещалась вот петербургская публика на отдых, на воды, выписывали туда. Это усадьбы русские, и практически это вся территория России. То есть она действительно была законодательницей мод, как русская женщина должна быть одета и загримирована. На кого ориентировалась? Вот мода какая? Это британская, французская? Она признавала только французскую моду. И у нее было эксклюзивное право, здесь уже такие вот вопросы, да, прав, авторского права, на выпуск картинок и политипажей напрямую из ведущих парижских редакций. Поэтому, уже аналитику писала она сама. То есть были подобные журналы, но это были целиком переводные журналы из Италии, из Германии. А вот такой оригинальный издательский продукт, вот она его придумала, она его собрала с литературным разделом невероятным интересным еще тоже. И вот с этим модным разделом. Но она признавала только парижскую моду. Это были самые актуальные было модели. Что почитать. После этого, видимо, выкройки шли в ателье. Портних. Конечно. Но и она говорила, ведь мода – это очень опасная такая территория. С одной стороны, она циклична, да, все повторяется, а с другой стороны, каждый сезон новые наряды, новые украшения, новые прически. Это может разорить. Очень больно по твоему карману ударить. Ну и вот как выдержать эту грань, быть очень модной, как тогда говорили, щеголеватой, и не разориться. Шейте, дорогие женщины, сами. Берите иголочку и создавайте свои наряды. А я вам помогу в этом.
И вот эти выкройки и подсказки, как сделать свой наряд актуальным, модным, стильным. Вот это понятие стиля, тона для нее было очень важно. Вот она учила своих читательниц. Поэтому вот следующая героиня моей книжки... А мы знаем, сколько мог стоить такой журнал? Годовая подписка была 8 рублей 50 копеек. И еще плюс могла варьироваться эта цена в зависимости от доставки, которую ты выбираешь. Забираешь в редакции или по почте тебе отсылают. То есть вот эти 24 журнала стоили порядка 8 рублей 50 копеек. Если перевести вот какие-то вот современные понятия, сколько это может быть в рублях или в каком-то другом эквиваленте? Ну вот если обратимся как раз к книжке «Азбука Островского», он в Твери остановился в трактире Михаила Яковлевича Барсукова. Номер в сутки у него стоил 50 копеек серебром. И 2 рыбки 2 стерляди стоили 50 копеек серебром, когда вот он покупает в гостином дворе. Ну вот получается у нас порядка 2 недель проживания в отеле. Не самый дешевый журнал. Да. Или вот годовая подписка этих журналов. Но она своих читательниц привлекала. Если вы будете выписывать все парижские вот эти журналы с теми картинками, которые предлагаю в своем, то это в 3 раза вам дороже будет обходиться. То есть она еще и хороший экономист. Она была, да, блестящий вот такой бизнесмен, бизнесвумен. Замечательно. Смогла выстроить свой этот бизнес. И не просто идею придумать, а вот на протяжении такого долгого времени реализовывать ее. Характер железной воли. Сейчас прошу вас о другом. Скажите мне, пожалуйста, как жителям других городов стать зрителями, участниками ваших спектаклей и представлений? Ну, сейчас я нашел тоже такую форму интересную, лекции. Хотя вот вы спрашивали, когда я пришел на кафедру, и вот профессор говорит: куда вы идете? Я говорю: на лекцию. Говорит: вы профессор? Ну, сейчас бум вот этих лекториев, но лекции может читать только доктор наук и профессор, а вы проводите занятия. Ну, вот такие занятия, встречи с читателями, потому что для меня очень важно живое дыхание зала. В чем ценность театра, и что ничто не может его заменить. Это то, что происходит только здесь и сейчас. Мы посмотрели в глаза друг другу, услышали настоящий голос. И вот в таком игровом формате лекции, потому что я не знаю, как сложится каждая эта встреча, она разбита тоже вот на такие карты. Это вытягивает публика. И вот из них мы, как в пазле, складываем вот такие портреты. Они посвящены Александру Николаевичу Островскому и вот моей новой героине Софье Мэй. Поэтому вот такие встречи в городах. Я жду гостей, конечно, из Твери. И на спектаклях, да, на экскурсиях. У вас все расписано, то есть в Твери попасть к вам на лекцию, представление, концерт. Это проблематично. Это опять вот зрители, мои гости сказали: а когда вы к нам приедете? Мы вас ждем. Нам очень хочется, чтобы вы нам больше рассказали. А потом, знаете, на улице до погода не всегда благоприятная. То ветер, то снег, то дождь. А вот в прекрасных залах, чудесной обстановке такие встречи вот замечательные. Я знаю, что вы планируете тур в Санкт-Петербург и некоторые города северо-запада. Да. Когда это приблизительно? Ну, до конца этого года я планирую с презентациями моей книги и вот такими лекциями, рассказывающими об Александре Николаевиче Островском и о фигурах, которые вокруг него. Вторая тема – это как раз вот Софья Мэй, законодательница мод. Посетить наши замечательные русские города и встретиться с моими любимыми читателями и зрителями. Замечательно. Я думаю, что в завершении нашей сегодняшней встречи я задам вам самый простой, самый банальный, классический вопрос. Творческие планы. Творческие планы? Хочется вот о всех наших гениях с тверским лицом рассказать. Это Иван Андреевич Крылов. И один из моих проектов связан «Крылов Победы». Как басни Ивана Андреевича Крылова помогли сражаться нашим солдатам на полях Великой Отечественной войны. Это выставочный такой проект. Хочется реализовать живые уроки, передать вот свои знания и свой интерес, самое главное, заразить наших школьников. И младших, и средних, и старшеклассников. Потому что это уже совершенно другой мозг, совершенно другое мышление, которое голодает от вот такой пищи.
И мне сейчас говорят: а зачем вот так сложно нашим детям? Я говорю: так это они мечтают, чтобы для их вот уже совершенно не как у нас, свободных и мощных мозгов, обогащенных современными технологиями, появилась сложная, интересная интеллектуальная пища, когда вот эта машинка уже интеллектуально могла бы для них отработать. Поэтому такое образовательное направление. Вот. Ну и хочется приехать в разные города к моим зрителям не только с лекциями, не только с книгами, но и с моими выставочными проектами. Показать ту коллекцию, которую я вот смог собрать в моей шкатулке артотеки. Замечательно. Я думаю, что все у вас получится. На севере вас, я уверен, ждут. Да, я очень жду этой практически встречи. с распростертыми объятиями. И я могу вам пожелать только исполнения всех ваших творческих планов. Спасибо, что пришли. Спасибо за эту замечательную беседу. Благодарю вас. До встречи. До встречи. До свидания. До свидания.